Автомобиль Форд швыряло из колеи в колею. Жаркое африканское солнце палило нещадно. По обе стороны от так называемой дороги тянулся сплошной ряд деревьев и кустарников, то поднимающихся, то опускающихся мягкими волнистыми линиями желто-зеленого цвета. Все вокруг было неподвижно и странно спокойно. Только птицы изредка нарушали дремлющую тишину. И однажды змея, извиваясь, перебралась через дорогу перед автомобилем с поразительной легкостью, избежав попыток водителя переехать ее. Как-то раз из кустов вышел туземец, величественный и прямой. За ним женщина с младенцем, туго привязанным к ее широкой спине и полным домашним инвентарем, включая сковородку, великолепно балансирующую у нее на голове. На все эти вещи Джордж Кразье не преминул указать своей жене, которая оставалась абсолютно безразличной, и это его раздражало. «Думает об этом парне», — гневно заключил он. Именно так он имел обыкновение мысленно ссылаться на первого мужа Дейдры Крозье, убитого в первый год войны во время кампании немцев против Западной Африки. Естественно, что она, возможно, должна, он украдкой взглянул на нее, на ее красоту, на розовую белую гладкость ее щек, на округлые линии ее фигуры, пожалуй, даже более округлые, чем они были в те далекие дни, когда она посильно позволила ему обручиться с ней, а затем в смятении первых дней войны резко бросила его и устроила военную свадьбу с этим худощавым, загорелым парнем, ее любовником Тимом Ньюджентом. Ну, так парень умер, доблестно умер. И он, Джордж Крозье, женился на девушке, на которой всегда собирался жениться. Она тоже любила его. Что она могла поделать, когда он был готов удовлетворить любое ее желание, и у него были деньги, чтобы сделать это? Он с некоторым самодовольством размышлял о своем последнем подарке и приезде к ней в Кимберли, где благодаря своей дружбе с некоторыми директорами де Брис он смог купить бриллиант, который при обычном способе не появился бы на рынке. Камень непримечательный по размеру, но очень изысканного и редкого оттенка, своеобразного глубокого цвета янтаря, почти как старое золото, бриллиант, который вы, возможно, не найдете и за 100 лет. И какой был у нее взгляд, когда он подарил ей его. Все женщины одинаково относились к бриллиантам. Необходимость удерживаться обеими руками, чтобы его не выбросило из машины, вернула Джорджа Крозье к реальности. Он воскликнул, наверное, в 14-й раз с простительным раздражением человека, у которого есть 2 автомобиля Rolls-Royce и который упражнял своих жеребцов на дорогах цивилизации. «Боже мой, что за машина! Что за дорога!» Он сердито продолжал. «Где, наконец, эта табачная плантация? Прошло более часа с тех пор, как мы покинули Булавайо. Заблудились в Родезии», легкомысленно сказала Дейдра между 2 непроизвольными прыжками в воздух. Но их загорелый водитель кофейного цвета, к которому она обратилась, ответил радостной новостью, что их пункт назначения находится сразу за следующим поворотом дороги. Управляющий поместьем мистер Уолтерс ждал на крыльце, чтобы принять их с почтением, соответственно высокому положению Джорджа Крозье в Юнион Табако. Он представил свою невестку, которая провела Дейдру через прохладный, темный внутренний холл в спальню за дверью, где она могла снять вуаль, которой она всегда тщательно прикрывала лицо, защищая его цвет, когда она ездила на автомобиле. Вынимая шпильки из волос,
В своей обычной неторопливой, изящной манере Дейдра обвела взглядом побеленное уродство пустой комнаты. Здесь не было никакой роскоши, и Дейдра, которая любила комфорт, как кошка любит сливки, слегка поежилась. На стене перед ней была надпись, которая гласила: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Она взывала к каждому без исключения, и Дейдра, приятно сознавая, что вопрос не имел к ней никакого отношения, повернулась, чтобы последовать за своим застенчивым и довольно молчаливым гидом. Она отметила, но без малейшего злорадства, широкие бедра и очень дешевое хлопчатобумажное платье. И с восторженным восхищением ее взгляд упал на дорогое, изысканное в своей простоте ее собственное французское белое платье. Красивая одежда, особенно когда ее носила она сама, пробуждала в ней радость художника. Двое мужчин ждали ее. «Вам не будет скучно ходить с нами, миссис Крозье?» «Вовсе нет. Я никогда не была на табачной фабрике». Они вышли на знойный родезийский полдень. «Вот это саженцы. Мы высаживаем их по мере необходимости, видите ли?» Голос управляющего продолжал гудеть, прерываемый резкими, отрывистыми вопросами ее мужа. Производительность, гербовый сбор, проблемы цветной рабочей силы. Она перестала слушать. Это была Родезия. Это была земля, которую любил Тим, куда он и она должны были отправиться вместе после окончания войны, если бы его не убили. Как всегда, волна горечи поднялась в ней при этой мысли. 2 коротких месяца – вот и все, что у них было. 2 месяца счастья, если это сочетание восторга и боли было счастьем. Была ли любовь когда-нибудь счастьем? Разве 1000 мук не терзали сердце возлюбленного? Она прожила насыщенную жизнь за этот короткий промежуток времени, но знала ли она когда-нибудь покой, досуг и тихую удовлетворенность своей нынешней жизнью? И впервые она призналась несколько неохотно, что, возможно, все было к лучшему. «Мне бы не понравилось жить здесь. Возможно, я не смогла бы сделать Тима счастливым. Возможно, я разочаровала бы его. Джордж любит меня, и я очень привязана к нему, и он очень добр ко мне. Да стоит только посмотреть на этот бриллиант, который он купил мне буквально на днях». И, думая об этом, ее веки слегка опустились от чистого удовольствия. «Это место, где мы нанизываем листья». Уолтерс повел их в длинный низкий сарай. На полу лежали огромные кучи зеленых листьев, и одетые в белое чернокожие мальчики сидели на корточках вокруг них, ловкими пальцами выбирая и отбраковывая, сортируя их по размеру и нанизывая с помощью примитивных игл на длинную бечевку. Они работали с веселой неторопливостью, шутили между собой и показывали свои белые зубы, когда смеялись. Теперь здесь снаружи они снова прошли через сарай на дневной свет, где на солнце сушились ряды листьев. Дейдра деликатно вдохнула слабый, почти неуловимый аромат, наполнивший воздух. Уолтерс направился к другим складам, где табак, выгоревший на солнце до бледно-желтого цвета, подвергался дальнейшей обработке. Здесь было темно, а вверху раскачивались коричневые массы, готовые рассыпаться в пыль от нечаянного прикосновения. Аромат был сильным, как показалось Дейдре, почти невыносимым, и внезапно ее охватил какой-то ужас, страх перед тем, чего она не знала. Это заставило ее выйти из угрожающей, пропитанной ароматом темноты,
на солнечный свет. Крузье заметил ее бледность. «В чем дело, дорогая моя? Ты плохо себя чувствуешь? Возможно, солнце. Может, лучше не ходить с нами по плантациям, а?» Уолтерс был заботлив. «Миссис Крузье лучше вернуться в дом и отдохнуть». Он окликнул мужчину, стоявшего немного поодаль. «Мистер Арден, миссис Крузье. Миссис Крузье немного устала от жары, Арден. Просто отведи ее обратно в дом, ладно?» Минутное чувство головокружения уже проходило. Дейдра шла рядом с Арденом. Она до сих пор едва взглянула на него. «Дейдра!» Ее сердце подпрыгнуло, а затем замерло. Только один человек когда-либо произносил ее имя так, с легким ударением на первом слоге, что придавало ему ласковость. Она повернулась и уставилась на мужчину рядом с ней. Он был почти черным от загара и прихрамывал, а на щеке ближе к ней был длинный шрам, который изменял выражение его лица. Но она узнала его. «Тим?» Казалось, целую вечность они смотрели друг на друга, безмолвные и дрожащие, а затем, сами не зная как и почему, оказались в объятиях друг друга. Время для них повернулось вспять. Затем они снова отстранились друг от друга, и Дейдра, осознавая весь идиотизм вопроса, сказала: «Значит, ты не умер?» «Нет, они, должно быть, приняли меня за другого парня. Меня сильно ударили по голове, но я пришел в себя и сумел заползти в кусты. После этого я не знаю, что происходило в течение многих месяцев, но дружественное племя заботилось обо мне, и, наконец, я снова обрел здравый разум и смог вернуться к цивилизации». Он сделал паузу. «Я узнал, что вы женаты уже 6 месяцев». Дейдра вскрикнула: «О, Тим, пойми, пожалуйста, пойми, это было так ужасно, одиночество и нищета. Я не возражала быть бедной с тобой, но когда я была одна, у меня не хватало смелости противостоять всей этой мерзости». «Все в порядке, Дейдра, я действительно понимаю. Я знаю, у тебя всегда была тяга к злачным местам. Однажды я вырвал тебя оттуда, но во второй раз, что ж, мне не хватило сил. Видишь ли, я был довольно сильно ранен и с трудом ходил без костылей. А потом этот шрам...» Она страстно прервала его. «Ты думаешь, меня волновало бы это?» «Нет, я знаю, что ты бы не стала. Я был дураком. Знаешь, но некоторых женщин это отталкивает. Я решил, что мне удастся взглянуть на тебя мельком. Если я увижу тебя счастливой, если я пойму, что ты довольна тем, что ты с Крузье, что ж, тогда я останусь мертвым. И я действительно видел тебя. Ты как раз садилась в большую машину, на тебе были чудесные собольи меха, вещи, которые я никогда не смог бы тебе подарить, даже если бы старался изо всех сил. И что ж, ты казалась довольно счастливой. У меня уже не было той силы и мужества, той веры в себя, которые у меня были до войны. Все, что я видел, это то, что я был сломлен и бесполезен. Я вряд ли был способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать тебя, а ты выглядела такой красивой. Дейдра, ты королева среди женщин, достойной иметь меха, драгоценности, красивую одежду и всю ту бесчисленную роскошь, которую Крузье мог тебе подарить. Это и ту боль видеть вас вместе убедила меня. Все считали меня мертвым, я и остался мертвым». «Боль?» — повторила Дейдра тихим голосом. «Знаешь что, Дейдра, это было больно. Дело не в том, что я виню тебя, я не виню, но это было больно». Они оба молчали. Затем Тим поднял ее лицо к своему и поцеловал с какой-то новой нежностью. «Но теперь все кончено, милая. Единственное, что нужно решить,
Это как мы собираемся сообщить об этом Крозье? О! Она резко отстранилась. Я не думала. Она замолчала в тот момент, когда Крозье и управляющий появились из-за поворота тропинки. Быстро повернув голову, она прошептала: «Сейчас ничего не делай. Предоставь это мне. Я должна подготовить его. Где я могла бы встретиться с тобою завтра?» Ньюджент задумался. «Я мог бы прийти в Булавайо. Как насчет кафе рядом со Стандарт-банком? В 3 часа там будет довольно пусто». Дейдра коротко кивнула в знак согласия, повернулась к нему спиной и присоединилась к 2 другим мужчинам. Тим Ньюджент посмотрел ей вслед, слегка нахмурившись. Что-то в ее поведении озадачило его. Дейдра была очень молчалива по дороге домой. Прикрывшись перегревом на солнце, она обдумывала свой план действий. Как она должна сказать ему? Как он это воспримет? Ею, казалось, овладела странная апатия и растущее желание отложить откровенный разговор как можно дольше. Завтра будет лучше. До 3 часов еще много времени. В отеле было неуютно. Их комната находилась на 1-м этаже и выходила окнами во внутренний двор. Дейдра стояла, вдыхая затхлый вечерний воздух, и с отвращением смотрела на безвкусную мебель. Ее мысли перенеслись в непринужденную роскошь Монктон-Корта среди сосновых лесов Суррея. Когда горничная наконец ушла, она медленно подошла к своей шкатулке с драгоценностями. Она пристально смотрела на золотой бриллиант в своей ладони. Через силу, заставив себя вернуть его в футляр, резко захлопнула крышку. Завтра утром она расскажет Джорджу. Она плохо спала. Было душно под тяжелыми складками москитной сетки. Пульсирующая темнота перемежалась вездесущим звоном москитов, которых она уже не боялась. Она проснулась бледной и вялой. Невозможно начинать разговор так рано. Она все утро пролежала в маленькой, тесной комнате, отдыхая. Обеденное время привело ее в состояние шока. Когда они сидели и пили кофе, Джордж Крозье предложил прокатиться до Матапос. «У нас еще много времени, если мы выедем немедленно». Дейдра покачала головой, сославшись на головную боль, и подумала про себя. «Это решает дело. Я не могу торопить события. В конце концов, какое значение имеет день больше или день меньше? Я объясню Тиму». Она помахала на прощание Крозье, когда он с грохотом отъезжал в потрепанном форде. Затем, взглянув на часы, она медленно пошла к месту встречи. В этот час в кафе было пусто. Они сели за маленький столик и заказали неизменный чай, который в Южной Африке пьют в любое время дня и ночи. Никто из них не произнес ни слова, пока официантка не принесла его и не скрылась за розовыми занавесками. Затем Дейдра подняла глаза и вздрогнула, встретив напряженную настороженность в его глазах. «Дейдра, ты рассказала ему?» Она покачала головой, облизнув губы, подбирая слова, которые не шли. «Почему нет?» «У меня не было возможности, не было времени». Даже для нее самой эти слова прозвучали прерывисто и неубедительно. «Дело не в этом. Есть кое-что еще. Я подозревал это еще вчера. Сегодня я уверен в этом. Дейдра, в чем дело?» Она молча покачала головой. «Есть какая-то причина, по которой ты не хочешь оставлять Джорджа Крозье. Почему ты не хочешь возвращаться ко мне? В чем дело?» Это было правдой. Когда он это сказал, она поняла это и внезапно ощутила жгучий стыд, но знала это вне всякого сомнения. Его глаза все еще изучали его. «Дело не в том, что ты его не любишь, ты не любишь. Есть что-то еще». Она подумала.
Еще мгновение, и он поймет. О Боже, не дай ему. Внезапно его лицо побелело. Дейдра, это из-за того, что у вас будет ребенок? В мгновение ока она увидела возможность, которую он сам ей подсказал. Чудесный способ. Медленно, почти помимо своей воли, она склонила голову. Она услышала его учащенное дыхание, затем голос, довольно высокий и жесткий. «Это меняет дело. Я не знал. Мы должны найти другой выход». Он перегнулся через стол и взял обе ее руки в свои. «Дейдра, моя дорогая, никогда не думай, что ты в чем-то виновата. Что бы ни случилось, помни это. Я должен был заявить на тебя права, когда вернулся в Англию. Я струсил. Так что теперь я должен сделать все, что в моих силах, чтобы все исправить. Понимаешь? Что бы ни случилось, не волнуйся. Дорогая, ни в чем нет твоей вины». Он поднес сначала одну ее руку, затем другую к своим губам, а после она осталась одна, уставившись на нетронутый чай. И как ни странно, она вдруг увидела только одну вещь – ярко освещенный текст, написанный на побеленной стене. Слова, казалось, сами срывались и обрушивались на нее. «Какая польза человеку?» Она встала, заплатила за чай и вышла. По возвращении Джорджу Крозье передали просьбу не беспокоить его жену. Горничная сказала, что у нее очень сильно болела голова. Было 9 часов следующего утра, когда он вошел в ее спальню. Его лицо было довольно серьезным. Дейдра сидела на кровати. Она выглядела бледной и изможденной, но ее глаза сияли. «Джордж, я должна тебе кое-что сказать, кое-что довольно ужасное». Он резко прервал ее. «Так ты слышала? Я боялся, что это может расстроить тебя». «Расстроить меня?» «Да, ты разговаривала вчера с этим бедным молодым человеком». Ее рука скользнула к сердцу, и веки ее дрогнули. Затем она сказала тихим, быстрым голосом, который почему-то напугал его: «Я ничего не слышала, расскажи мне скорее». «Я думал, расскажи мне». «Там на табачной плантации тот парень застрелился, сильно пострадал на войне, нервы совсем были на пределе, я полагаю. Другой причины для объяснения этого нет». «Он застрелился в том темном сарае, где висел табак». Она говорила уверенно, а ее глаза были как у лунатика, когда она представила перед собой в пахнущей темноте фигуру, лежащую там с револьвером в руке. «Ну, конечно, именно там, где вчера и стало тебе плохо. Странная вещь эта». Дейдра не ответила. Она увидела другую картинку: стол с чайными принадлежностями и женщину, склоняющую голову в знак принятия лжи. «Что ж, война должна ответить за все», — сказал Крозье и протянул руку за спичками, осторожно затягиваясь и раскуривая трубку. Крик жены напугал его. «Ах, не надо, не надо! Я не выношу этого запаха!» Он уставился на нее с добродушным изумлением. «Моя дорогая девочка, ты не должна нервничать. В конце концов, ты не можешь убежать от запаха табака. Ты встретишь его везде». «Да, везде». Она улыбнулась медленной, искривленной улыбкой и пробормотала несколько слов, которые он не расслышал, слов, которые она выбрала для первоначального некролога о смерти Тима Ньюджента. «Доколе длится свет, я буду помнить, и во тьме я не забуду». Ее глаза расширились, когда она проследила за поднимающейся спиралью дыма, и она повторила низким, монотонным голосом: «Везде, везде».